Всем халё! Сегодня я вам покажу, как вязать магическую петлю. Она еще называется волшебная петля или петля скольжения. Я вам расскажу, где она применяется, в чем ее преимущество, и разберем разные варианты ее выполнения. Вот, к примеру, я хочу вам показать один из примеров, извините за тавтологию. Я вязала подставочку для чашки. Вот такую я связала. Вот она, такая удобная, миленькая подставочка. И здесь я применила волшебную петлю, петлю скольжения. В данном случае это уже завершенное изделие, и внутреннее отверстие имеет уже определенный диаметр, и окончательное изделие выглядит вот таким образом. И для сравнения я вам покажу такую же подставку, только я специально для вас оставила первую ниточку от волшебной петли, для того, чтобы показать, как это работает. Вот если мы потянем за эту нитку, диаметр нашего отверстия внутреннего уменьшается, сужается. И изделие может иметь вот такой вид. Посмотрите для сравнения. Уменьшился диаметр самого изделия. Вот здесь. И вид изделия тоже изменился. То есть применение этой волшебной скользящей петли влияет, дает вам возможность изменить диаметр изделия и, как вы видите, сам внешний вид этого изделия. В зависимости от того, чего вы хотите, что вам нужно. Еще один пример. Я вяжу кокетку для платья. Вот из таких цветочков. Мне нужно связать их много, какое-то количество. И вот в зависимости от выкройки платья мне нужно будет посчитать, какую длину, какую ширину кокетки мне нужно сделать в соответствии с этим, сколько цветочков мне нужно связать. И вот когда я свяжу определенное количество этих цветов, приблизительно нужное, я их буду связывать между собой вот таким образом. Но благодаря вот этой волшебной петле я смогу урегулировать длину и ширину моей кокетки, если я, допустим, подтяну эту ниточку, уменьшу диаметр цветка и, соответственно, смогу сделать мою кокетку меньшего размера. Я уменьшу везде, во всех цветочках, это колечко, и моя кокетка станет меньшего размера. Либо наоборот, мне нужно будет ее увеличить. Я это кольцо могу растянуть, пока я его не зафиксировала. И таким образом я смогу точно подогнать размер моей кокетки под размер выкройки моего платья. Вот такое практическое применение имеет волшебная петля. Также, вы уже знаете, мы с вами вязали сердечко. Здесь мы тоже применяли эту скользящую петлю. Очень удобный метод. Этот метод новый. Раньше для того, чтобы вязать по кругу крючком, применяли обычную цепочку из воздушных петель, вот как на этой схеме. Это элемент вязания ирландского кружева. Вот набирается
цепочка из воздушных петель закрывается, и далее либо в каждую петельку, либо в центр самого колечка провязываются столбики с накидом, как по этой схеме. Вот в результате что получается. И вот такой элемент уже в готовом виде у нас выйдет. Как мы видим, здесь внутреннее кольцо, оно фиксированного размера, его мы уже изменить не сможем, и его размер зависит от количества воздушных петель по схеме вязания. Собственно говоря, этот метод никто не отменял, его тоже широко применяют, но с появлением нового способа скользящая петля, конечно, стало намного удобнее выполнять другие опции, и более широкое применение это имеет. Теперь приступим к самой петле. Я вам покажу сегодня два способа. Вы выберите, какой вам больше понравится. Мне больше нравится второй, скажу вам заранее, потому что он сразу получается ровный, правильный. Но судите сами, выбирайте сами. Итак, первый способ вязания нашей волшебной петли. Берем нитку, оставляем достаточно длинный свободный кончик. Через него потом пройдет все вязание нашего первого ряда. Со временем вы сами сможете соизмерить, какой длины его приблизительно оставлять. Итак, наш свободный кончик идет вперед. Вот таким образом мы его прихватываем. Вот так. И на 2 пальца наматываем петлю накрест. Вот таким образом. И мизинцем захватываем нашу основную ниточку. Вот такая конструкция у нас получается. Берем крючок, проходим крючком под первой нитью, захватываем вторую нить, протягиваем ее вперед, наверх с поворотом. Затем захватываем дальнюю ниточку и протягиваем ее в нашу петельку. Вот получается такая волшебная петля. Обратите внимание, свободный кончик нашей ниточки здесь оказывается внутри круга. И этот кончик свободный нужно обязательно вытащить. Вот теперь наша петелька имеет абсолютно правильный вид. И можно вязать сразу дальше. Теперь я вам покажу второй способ вязания нашей скользящей петли. Опять берем нить, оставляем длинный свободный кончик. И теперь вот таким образом делаем захват нити. На указательный палец свободный кончик наматываем на себя дважды и прихватываем нитку вот 2 пальцами. Вот так получается. Берем крючок, проходим под первой нитью, захватываем вторую, протягиваем вперед, наверх с поворотом. Опять у нас получается вот такая петля. Затем дальнюю ниточку захватываем крючком и протягиваем ее в нашу петельку. У нас получается вот такая волшебная петля. Она меньшего размера, потому что мы ее делали на 1 палец. Вот я ее подтяну, чтобы лучше было видно. Но она теперь полностью правильная. Свободный кончик у нас
снаружи. Вот таким образом. Сейчас я еще раз покажу вам этот способ. Но давайте сделаем на 2 пальца, чтобы она была больше, и в 2 этапа. Итак, захватываем нить, но теперь на 2 пальца делаем вперед на себя двойную петлю, прихватываем ее, крючком проходим под первой нитью, захватываем вторую нить вперед наверх с поворотом, получаем опять вот такую петельку, захватываем дальнюю нить, и теперь мы можем пальцем прихватить вот эти 2 ниточки, освободить нашу левую руку, вот наша петелька получается, захватить эту петельку пальцами вместе с ниточкой и эту ниточку протянуть в нашу петельку. Вот таким образом у нас получается тоже наша волшебная петля. Как видите, теперь кончик в правильном месте, он сразу ровный, и сразу можно продолжать вязание. Естественно, эта петелька больше, потому как мы ее делали на 2 пальца. Поэтому сначала подтягиваем основную ниточку, чтобы нашему крючку было удобно, и подтягиваем наш свободный кончик, делаем наше колечко чуть поменьше. Нам будет так удобнее. Теперь захватываем наше колечко и свободный кончик вместе и внутрь в кольцо вяжем, допустим, столбики без накида. Давайте это сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас получается такое полукольцо. Мы берем свободный кончик и подтягиваем нашу ниточку. Получается у нас вот такое колечко. Берем основную нашу нить и провязываем первую петельку нашего первого столбика соединительную петлю. Вот таким образом мы закрыли наш первый ряд. Это основа для нашего дальнейшего вязания. Что делаем дальше? Мы можем сразу подтянуть свободный кончик и закрыть наше отверстие, и таким образом продолжать вязание. Либо мы его не затягиваем, продолжаем вязать с открытым кольцом и в конце отрегулировать диаметр нашего кольца и нашего изделия. Насколько нам нужно будет, мы его подтянем. Что здесь важно? Если вы вяжете, допустим, какую-то декорацию, то этот свободный кончик вы можете заправить в наше вязание. Если вы вяжете одежду или какое-то изделие, которым вы будете часто пользоваться, стирать, например, гладить, активно его использовать, то вот этот кончик нужно очень хорошо закрепить.
потому что со временем вот это колечко может раздвигаться, наша петля будет соскальзывать, и размер изделия и его вид могут измениться. Поэтому нужно очень хорошо закрепить именно эту нить. Мы в дальнейшем это будем делать много раз. Вот таким образом мы с вами научились делать волшебную петлю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошо потренируйтесь. Скоро мы будем применять эту волшебную петлю в наших дальнейших изделиях. Желаю вам удачи. Всем счастливо. Пока-пока.